«Майор Гром» – самый популярный и успешный комикс в России. За 8 лет существования серии было опубликовано более 100 выпусков и 25 книг с суммарным тиражом более 1 миллиона экземпляров. Работа над комиксом начиналась с внешнего вида главного героя и с его имени. Имя придумывали дольше, наверное, чем внешний вид. Как-то сразу, если не ошибаюсь, Костя вот прям принес этого парня в кепке, в шарфе, в оранжевой куртке, и мы поняли, что это оно. А вот имя искали долго. Мой вариант, он немножечко отличался от первоначального, потому что мне казалось, что Гром Акимон был с самого начала немножко, слишком брутальный, возможно, слишком угловатый. И я попробовала добавить ему немножко больше какого-то изящества, чтобы он стал, может быть, немного тоньше. Я попробовала в какой-то момент сменить ему стиль одежды, добавить ему какого-то больше внешнего лоска. Правда, продолжалось это недолго, и в конце концов он вернулся обратно к своей кепке, кожаной куртке, шарфу, потому что это все такая его фишка. На мой взгляд, главная фишка комиксов про Грома — это то, что они сделаны одновременно с некоторой иронией и все-таки рассказывают о чем-то серьезном. Это классный сплав, он не часто встречается вообще в принципе в произведениях. Среди всех приключений майора Грома самой популярной считается история о чумном докторе. Изданная еще в 2012 году, она до сих пор является абсолютным бестселлером. Поэтому неудивительно, что ее экранизации с нетерпением ждут не только фанаты, но и люди, далекие от мира комиксов. У нас, по-моему, 13 драфтов было сценария. Это не очень много по меркам голливудских студий, но каждый драфт, он практически как новый. Мы очень много сил вложили в обсуждение, в написание, в переписывание, потом еще раз переписывание. Это все через кровь, слезы, пот и ругань. Но, опять же, это все того стоило. Я считаю, что если в конце пути ты улыбаешься и считаешь, что все было не зря, то какая разница, каких мучений это все стоило? Кастинг майора Грома, пожалуй, из всех картин, в которых я принимал участие, он был, наверное, самым широким во всех смыслах этого слова. Он был супер долгим, супер подробным, и мы перепробовали гигантское количество людей для того, чтобы собрать тот ансамбль, который у нас получился. Фантастический каст. Тихон, звезда, Ситейкин, Лапочка, Люба. Это Люба. Сложнее всего было объяснять артистам о том, что вот в 8-й книжке там вот это происходило, именно поэтому сейчас вот так. Они все говорили, что читали, но я не уверен. На протяжении долгих месяцев съемочная группа трудилась над тем, чтобы экранизировать историю противостояния майора Грома и чумного доктора. Перед всей командой стояла ответственная задача – снять первый фильм по российским комиксам. Масштаб, всюду копы, огонь, Питер орал. Когда мы снимали «Мятеж» в центре Петербурга, когда Яндекс показал бордовые совершенно... Нет, это были черные практически пробки вокруг Александрийского театра, где мы снимали центральную сцену «Мятежа», я почувствовал, что кто-то дышит мне в затылок. И это был Петербург. И дышал, знаете, так с матерком. Но что делать? Кино, оно предполагает съемки на реальных объектах, поэтому да, чуть-чуть похулиганили тем, что на центральных улицах города снимали настоящие погони, настоящие взрывы, настоящие столкновения. Так подробно, детально, конкретно взяться за визуальную составляющую картины мне еще никогда не доводилось. И вся команда работала над этим днями и ночами. За тем, чтобы изображение фильма было особенным, было крутым. Даже без графики, которой, конечно же, планируется много, в кадре все есть. В кадре есть настоящий огонь, в кадре есть настоящий дым, в кадре есть сотни людей, которые одновременно работают по задачам. В кадре есть уникальный дизайн всего. Уникальные декорации совершенно. Город пустой, для нас закрытый. Такого Петербурга еще не было. Такой полиции, к сожалению, никогда не будет. Таких героев мы ждали.
В этом фильме продумано все, до мельчайших деталей. Каждое движение камеры, каждый блик и луч света, все было придумано и прописано для того, чтобы вызвать эмоцию, для того, чтобы было круто. По-моему, было круто.